Меня зовут Владимир, я из Украины, уже из Киева, переехал недавно. А привело меня естественное желание, как мне кажется. После долгих поисков и мытарств ты приходишь к чему-то такому, куда тебя тянет на интуитивно-подсознательном уровне. Скорее всего, так. За собой в первую очередь. За собой. И я как понимаю, что эволюционный процесс, он иногда подогревает одну точку, и как бы его остановить невозможно. Поэтому человек ищет и находит. Я надеюсь, я в том месте, где нужно. А какие у тебя ожидания от ретрита? У меня было уже много ретритов, поисков, поэтому я не скажу, что у меня есть ожидания, у меня есть намерения. Ожидать я не хочу и не буду, пускай все происходит так, как должно произойти, а намерение и желание, или я бы даже сказал жажда. Жажда у меня есть достаточно сильная. Поэтому программа минимум – это почиститься, а программа максимум – это сделать шаг туда, куда я очень хочу. Расскажи, для чего ретрит нужен и что это вообще такое в твоем понимании? Как по мне, здесь создается маленькая модель общества. Маленькая модель общества по тем правилам, по которым, как мне кажется, задумывал это общество Творец. Просто что-то пошло не по плану. И поэтому мы все дружненько разбежались, каждый закрылся в своих каморках, и которые называем как угодно именами, фамилиями, личностями, как угодно и чем угодно. И в зависимости от того, чем плотнее эта каморка, тем больше на нее налипает всего разного, в том числе и эго, и, конечно же, тем тяжелее человеку прийти к самому себе, соответственно, Творцу, тем тяжелее собрать всех кучку для того, чтобы реализовать, идеальный план того, как здесь все должно было бы быть. Поэтому и говорится о пути домой. Поэтому и эта модель, она и предполагает очищение эго, начинать чувствовать и жить из сердца, из пространства сердца, то есть то, кем мы по сути являемся, и прийти к единому сознанию. Хотя есть у меня подозрение, что это достаточно непросто. Это достаточно непросто, и этот завершающий шаг туда, он сопряжен со многими такими разными моментами и элементами. Но путь осилит идущий. Спасибо. Пожалуйста. Расскажи, пожалуйста, кто ты по профессии, чем занимаешься? Я безработный нейрохирург. По профессии я нейрохирург. 17 лет я проработал в нейрохирургии, вместе со своими коллегами создал несколько своих центров. Центра восстановления позвоночника, центров диагностики. Завершающий наш проект была частная клиника нейрохирургии, но 8 месяцев назад я из нейрохирургии ушел и из практической деятельности как нейрохирург после 17-летнего, 16-летнего стажа, и из бизнеса я тоже ушел. Связано это с моими поисками. Как для тебя ретрит прошел? С какими трудностями ты столкнулся? Конечно, сопротивление. В первую очередь сопротивление, потому что есть много особенностей, которые связаны с работой с эго и с личным пониманием, восприятием того, как оно должно быть, как тебе кажется, ты свободная личность, и тебя пытаются вроде бы ужать. Но я был к этому готов, я не скажу, что у меня были прям какие-то сверхсложности, было сопротивление, да, была мысль, как и у всех, наверное, здесь нафига это все нужно, собраться и уехать, потому что, у меня есть все, и есть другие пути для достижения цели, но как в той песне, что-то его удержало. Поэтому это было где-то наш 6-й, наверное, 7-й день ретрита, такое большое напряжение. После этого, и плюс достаточно напряженный график, напряженный не столько физически, сколько напряженный психологически. Здесь нету места для раздумий, для отдыха. И, конечно же, это сказывается на состоянии нервной системы, поэтому, так плотненько здесь все. Но это и радует, потому что ты чувствуешь, как выходит из тебя вся гадость, которая накопилась. Поэтому хорошо. После этого напряжения было, у меня не было каких-то ярких опытов,
спецэффектов, как их здесь называют. Но у меня было ощущение 4 или 5 дней назад, это открытого сердца. Я почувствовал это физически, что это такое, то, к чему я стремился в принципе. И это ощущение неимоверной такой глобальной радости и желания этой радостью делиться. Это ощущение такого счастья, когда смех из тебя льется вот просто без причины. И этот смех очень наполненный, очень живой, ты сам становишься частью жизни. Ну вот у меня это происходило так. Тебе хочется ценить, любить, уважать, тебе хочется радоваться, и вот чтобы все вокруг и все вокруг понимали и ощущали приблизительно то же самое. Вот такой вот опыт у меня был. А как удалось тебе узнать что-то новое о себе, может, с другой Естественно, стороны? я считаю, что это самый важный результат, если говорить о том, что я получил, то здесь не зря говорится о становлении на путь, да, и если есть какие-то сомнения у тебя, если есть отсутствие веры или недостаточное ее количество в то, куда ты хочешь идти, в то, насколько ты хочешь прийти к себе, то здесь эти все моменты, они оголяются и потом постепенно убираются. И это для меня главный результат, потому что я уже говорил, что много практик разных было, много направлений я пробовал, как и многие здесь ребята, у каждого свой путь, к которому он сюда дошел. И наконец-то вот здесь ты понимаешь, что да, это самый быстрый, самый экологичный, самый правильный, такой четкий, сформированный путь, методика, где за счет многих особенностей, в первую очередь за счет командной работы, за счет общих энергий, все очень быстро и очень так по-настоящему, очень живо и максимально экологично. Это очень важно для меня было, потому что я сталкивался, у меня были там разные опыты со страхами и с моментами, с проблемами, с разными ситуациями, которые очень тяжело переживаются в одиночку. Ну, то есть самому их пережить, эти трипы, сложно. Здесь это все намного смягчается, поэтому, я очень доволен. Я очень доволен и буду двигаться дальше, однозначно. Как думаешь, после этого ретрита у тебя поменялась как-то жизнь? Моя жизнь последние 1,5 года, она заточена крепко под движение вперед. И вопрос только был в том, какую лестницу выбрать, да, как там в той пословице, я сейчас умничаю немного, но пускай будет так, что прежде чем интенсивно карабкаться по лестнице, посмотри, по той лестнице ты идешь. Вот, поэтому у меня, как по мне, это то место, те люди, та атмосфера, то ощущение, та методика, тот учитель, та команда, где все пазлы сходятся. Я не хочу там говорить: вау, как все круто, как все там обалденно, я просто хочу, чтобы то, что я ощущаю, оно продолжалось дальше и помогало мне двигаться вперед, помогало побеждать сомнения, помогало побеждать какие-то свои слабости, помогало побеждать эго. И шажок за шажочком я уверен, что я начну путь, на который я сейчас становлюсь. А почему для тебя это так важно? Я не могу сказать. Для меня этот вопрос, можно объяснять словами, но для меня тут не слишком словами просто объяснить. Это внутренняя жажда, внутреннее желание, о котором я говорил. Это когда ты приходишь к чему-то в внешней жизни, да, ты все время ищешь счастья, ищешь гармонии, ищешь баланса, ищешь радости во всем внешнем. Потом ты обращаешься к любви к женщине, думаешь, что весь вопрос в том, чтобы та единственная неповторима, я говорю про свой путь, да, и все эти моменты, они приводят к одному, к тому, что снаружи счастья нет, счастье есть только внутри, и до него добраться очень тяжело, и так все создано хитро здесь, что оно постоянно будет отвлекать. Или это будут страдания и боль, или это будут большие радости. У меня не через страдания, не через боль, у меня было достаточно много всего в жизни. И оно есть. Но вопрос в том, что если ты гусеница, ты вчера смотрел Никиту, он очень хорошо по этому поводу сказал. Ты все время жрешь, ты биомассу эту набираешь, ты вширь, но ты не останавливаешься для того, чтобы трансформироваться и превратиться в бабочку. Пускай это так немножечко пафосно звучит, но это так, я в этом уверен на 300%. Поэтому этот момент остановиться и задать себе вопрос, все-таки вширь или вглубь, да, или снаружи, туда, где тебя все отвлекает, там новое, давайте откроем еще один бизнес, давай, пускай полюби всех женщин мира, я не знаю, у каждого свои какие-то там тараканы, у кого-то это страхи, у кого-то еще что-то. Или ты останавливаешься и понимаешь, что нет, внутрь, вглубь. И тогда это желание, оно неимоверное приходит, потому что все остальное просто отпадает.
как бы остаются, конечно, там зацепки, эго у меня они тоже есть, и они больно выходят, это непросто, но вот туда и все, вот туда я чувствую, как бы это тяжело объяснить, это как угодно, зовет, тянет, вот, ну, я не знаю, как еще это, вот чувствую, что есть так, как есть, по-другому быть не может. Поменялось ли у тебя понимание о том, что такое ретрит, для чего оно нужно? Да, поменялось, потому что здесь те качества, которых мне не хватало, а я не буду скрывать, ну, часто за свободой мы как бы вуалируем понятием свобода отсутствие своей дисциплины внутренней. Вот как по мне, для меня очень четкие были как бы моменты, такие параграфы, над которыми нужно интенсивно трудиться и работать на обычном человеческом уровне. Вот, в первую очередь это дисциплина, внутренняя дисциплина, потому что там, где появляется дисциплина, раньше мне это казалось диким выражением, да, только там может начинаться творчество. Вот, как сказал вот Андрей, он процитировал кого-то, я не помню, Рериха, кажется, насчет того, что дисциплина для кого-то это тюрьма, а для кого-то дисциплина это свобода. Вот как бы понимание того, что дисциплина это свобода, это, наверное, одно из основных вещей, которые я хотел бы привнести в свою жизнь, добавить до себя для того, чтобы двигаться дальше. Это я четко понял. Ну и плюс, конечно же, намерение, желание, стремление, ну как бы оно вроде все складывается, вроде все есть, и я не хочу ничего как бы пугать, не хочу ничего наращивать, я хочу двигаться. Вот четко, размеренно, уверенно, интенсивно, но целеустремленно. Рекомендуешь ли ты ретрит другим людям? Однозначно. Но почему я говорю «но»? Потому что к этому нужно быть готовым. К этому нужно быть готовым внутренне или иметь громаднейшее желание, иметь вот эту вот жажду, иметь понимание о том, к чему или как. Если ты хочешь попробовать, да абсолютно, пожалуйста, пробуй. Но мне кажется, что или те люди, с которыми я столкнулся здесь, у них уже был какой-то жизненный опыт определенный накоплен, независимо от возраста или от как бы там перипетий и событий в жизни, который их к этому подвел. Потому что просто так сюда прийти, попробовать там, ну это не совсем то. Сюда нужно приходить тем, кто этого истинно жаждет, кто этого хочет. Но то, что только попробовав это и зацепив вот это вот состояние истинности, состояние счастья, можно понимать, куда двигаться, да, как выглянуть из яселек и посмотреть на окружающий мир, вот да, для этого он однозначно нужен. Для того, чтобы глотнуть свежего воздуха, для того, чтобы почувствовать вкус настоящей жизни. Как бы это, вот эти вот все слова, они такие, ну, во всех книгах везде. Но вот так оно должно быть. Вот глотнуть однозначно да. А двигаться дальше тем, кто готов. Супер, спасибо большое. Пожалуйста.